Здравствуйте, уважаемые подписчики! Это расклад для вас актуально будет в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». Его планы на вас, если вы давно уже с ним не общаетесь. Например, вы потеряли связь по каким-то причинам, или даже недавно, неважно, но главное, что вы не общаетесь по какой-то причине. Поссорились, вас поссорили какие-то третьи лица или обстоятельства. Мы посмотрим на двух колодах. Я, если нужно будет, буду еще другие колоды брать. Актуально для вас тогда, когда вы нажали. Смотрите, пожалуйста, все видео, потому что вы не знаете, одна часть расклада может проиграться слева для вас, другая справа. Во всяком случае, почему я говорю, что так карты перевернулись, хотят что сказать. Почему я хочу сказать, что смотрите все видео? Потому что высшие силы сейчас с вами взаимодействуют, а это дорогого стоит, это не шутки. Поэтому смотрите все видео, раз определились, а там будет видно. Там вы поймете, что будет вас касаться, и получите обязательно помощь. Это я могу гарантировать. Итак, вот что открылось, само по себе перевернулось при вас, вы видели. И смотрите, здесь первая карта – это карта Иерофант, и вторая – это, во-первых, рыцарь Пентаклей. Рыцарь – это уже хорошо, это значит, мужчина выйдет на связь, он хочет с вами встретиться, увидеться, он дорожит вами, и он уже думает, как вас найти, как с вами связаться. В общем, уже он предвкушает встречу и обязательно выйдет на связь, потому что все рыцари – это хорошая новость, это движение вперед, это свидание. Пентакль – это, может быть, он готовит подарок, чтобы вас удивить приятно, чтобы не с пустыми руками прийти. А Иерофант – это, конечно, говорит о том, что он вдумчивый, мудрый, может, поэтому он и медлит, что ему нужно было разобраться в себе. Ну, а там дальше будет видно. Я, во всяком случае, эти карты на столе точно оставлю, они важные, раз они сами хотели что-то сказать. Карты живые, это просто живые, да. А сейчас я спрошу у левой колоды. Его планы на вас, если вы не общаетесь сейчас, да? Вот карта 1, 2 и 3. Планы на вас, если вы давно или недавно не общаетесь. И здесь Декамерон то же самое ответит. Его планы на вас, если вы давно или недавно не общаетесь по какой-то причине. Карта номер 1, карта номер 2, карта номер 3. Актуально для вас в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть», независимо от времени года или же независимо от вашей ситуации. Ну что ж, давайте начинать. И еще раз повторяюсь, что не резонирует, просто отпускайте за ненадобностью. Точно так же и заказанные, кстати, работают расклады тоже. Не все всегда резонирует. Высшие силы говорят на особом языке, поэтому карта, она универсальна для всех, но каждый по-своему поймет. Это девятка, это хорошая карта. Во-первых, девятка очень хорошая энергия, это энергия полноты его чувств к вам, полноты желаний, потому что девятка жезла. Жезл – это желание мужчины к вам. У него страстное желание есть, он хочет проявиться, он хочет выйти на связь, он хочет дать о себе знать, он скучает о вас, он страдает без вас, и он очень хочет сделать так, чтобы вы были парой, чтобы вы вместе были, не разлей вода. Сейчас он призывает высшие силы, он даже где-то может молиться, если умеет, о том, чтобы вы его простили. Если между вами пробежала кошка, если кто-то наговорил на вас или какая-то ревность была, если вы не поняли его слова, а он не понял ваши слова, он сейчас хочет, чтобы вы его услышали. Вот иногда мужчины, это вообще интересно, такие списис, создания, они иногда думают, что мы как-то без слов, что ли, слышим их постоянно, да, они, а я ж с тобой говорю, ну, ты говоришь со мной телепатически, да, ну, допустим, я тебя понимаю, да, естественно, любая женщина поймет своего мужчину, это нетрудно понять, мужчины простые, но интересно, что я хотела бы это словами услышать, а не телепатически, да, но здесь он стоит у дерева жизни, это уже хорошо, то есть он понял, что он мужчина, он должен поступать подобающим образом, достойно мужчине, это хорошо. Он вот здесь снял свою шапку, вот видите, здесь шляпа такая на земле. Что это означает? Что он, покаялся, да, что он снял свой эгоизм, он понимает, что он человек простой, и высшая сила есть над ним, и есть любовь ваша, есть ваш ангел, который между вами, ангел любви.
Он понимает, что есть сила Творца, которая держит его. Он здесь такой humble, он такой здесь скромный. Может, он по жизни скромным и редко бывает, но на этой карте это, в общем, продвижение вперед. Мужчина стал меняться наконец-то, надел на себя человеческое лицо. Он чувствует где-то, может, себя тоже обиженным, голова такая перевязанная здесь, да, где-то чувствует себя обиженным, может, по жизни обиженным, не обязательно на вас. О, какая эта карта хорошая. Вообще эти карты, они удивительные. Называется «Ежедневное волшебство». Это мой личный авторский перевод, а на самом деле каждую карту авторски нужно переводить, да, если вы эзотерик. Она называется Everyday Witch. Мой перевод «Ежедневное волшебство». Семерка пентаклей. Посмотрите, вы здесь берете урожай. Это урожай винограда. Я уже неоднократно говорила, что виноград – это глубокий эзотерический символ того, что он не ищет легкой жизни. Потому что виноградная лоза никогда не ищет легкой жизни. Она ищет минералы, которые именно ей нужны. Именно этой лозе. Поэтому из каждой лозы получается разное вино. Если вы понимаете толк в вине, что я никому, в принципе, не советую, но тем не менее. Семерка – это движение вперед. Это очень хороший номер звезды Мага. Кстати, я сделала видео вчера. Посмотрите у меня на канале, что вам хочет сказать карта Маг, старший аркан. Кстати, очень классное видео. Но обычно такие видео маленькие просмотры, потому что не знаю почему. Такие разговоры глубокие, они нужны, я советую всем. Anyways. Семерка пентаклей, он сейчас ищет встречи с вами однозначно, его планы на вас. Ну, посмотрите, это сбор урожая. А когда человек собирает урожай, он надеется жить дальше, у него планы на дальнейшую жизнь, то есть у него есть планы на вашу жизнь в паре. Он даже надеется, что это вино попробует 100 лет после того, как он соберет этот урожай. И со временем это вино будет еще крепче, еще слаже, еще букет будет еще более богатый, да. То есть это то, что я говорю, например, о своих старых видео, что они еще сильнее, чем новые, потому что многим помогли. Или, например, икона в церкви. Или, знаете, старая книга, Шекспир, старая картина какая-то, оно еще сильнее актуально сегодня, чем тогда было, потому что всегда творец в любом творении, он же помогает создателю этого или другого произведения искусства, чтобы сказать что-то людям. Так вот, эта карта семерка пентаклей сейчас именно вам говорит, этот мужчина, он не такой дурак, как вы думаете. Он не такая посредственность, как вы думаете, как вы для себя решили. Никогда нельзя иметь окончательное мнение о других людях, потому что люди, они в каждом проявлении другие. Жизнь идет, все меняется. Поэтому эта карта говорит о том, что он не такой, как вы для себя решили. Он интересный человек, он будет развиваться, он даже, кстати, может со временем хорошо зарабатывать. А потом вы скажете, почему я пропустила возможность именно с ним жить. Посмотрите, какой он интересный человек стал. Мужчина, который в молодости не очень-то красивый. Вот у меня такая ситуация была. Опять свой пример приведу, уж простите. Когда я выходила замуж, мне подружки говорили, ну, что такой страшненький он. А он был как очень худой, да. И он был очень такой наивный, мой муж. И, в общем-то, как сказать, свежая такая молодость, она не приветствуется девушками. Девушкам нравятся такие мачо, мачур, такие более старшие. Вот сейчас моему мужу 60, да, и другие женщины смотрят и не верят, что ему столько лет. У них уже, другие совершенно, те, что были mature 23, вот я вышла замуж 20, ему было 23. Когда были уже такие мачо в 23, такие, знаете, такие брутальные мужчины, они в 60 уже, совсем опущенные старики могут быть, но не обязательно, не обязательно. К чему это идет? К тому, что красота каждого человека проявляется в разное время. Может быть, ваш мужчина вам кажется сейчас некрасивым, но через 10 лет он будет просто Ален Делон, красавец. И вы скажете, каждый человек в свое время цвести, как время цвести каждого цветка, да? Поэтому не сбрасывайте с весов этого мужчину, он очень хороший человек, интересный. И этот человек может, конечно,
составить вам прекрасную партию, он может быть достойным партнером, он может вас любить всю жизнь. Так, сегодня себя немножко открыла. Но, девочки, это я для примера только привожу. Это пример показываю вам, да? Только лишь. Не разболтайте это моему мужу, потому что он тоже эзотерик, у него есть свой канал. Это по секрету всему свету, между нами девочками говоря, да? Вот такая вещь. Так что семерка пентаклей, особенно на этих картах, это то, что он созреет, и он проявляться будет очень интересно. Он может быть стать богатым господином, бизнесменом, или же профессии своей хорошо проявиться. Он может стать каким-то ведущим специалистом. Не сбрасывайте его с весов. И если вы давно не виделись, вот вы увидитесь и вы поймете, что он мне интересен, я хочу с ним жить. Его планы на вас, он хочет вам понравиться, он хочет показать вам, что он может, что он способен вас впечатлить. Двойка жезлов, очень хорошая карта, потому что 2 всегда говорит, что есть выход, и 1 и 2, да. Вы встретитесь, по-любому вас судьба сведет, в правую дорогу пойдете или в левую, вас судьба обязательно сведет. Его планы на вас, он хочет, опять же, это подтверждение. Он хочет вам понравиться 100%, он хочет вас впечатлить, он хочет вам отдать целый мир. Он в руке одной волшебная палочка, как карта маг, и земной шар. То есть он сейчас с высоты своего понимания жизни, это меняется каждый день, он хочет увидеть вас и хочет, чтобы вы его заметили. Он здесь как звезда светится, да. И если вы давно не виделись, он тоскует о вас, он хочет, чтобы вы его заметили, чтобы вы вышли на связь. Он хочет вам понравиться однозначно. Давайте Декамерон посмотрим. Это будет правый расклад. Я предлагаю всем обязательно смотреть продолжение расклада, потому что раз здесь взаимодействует высшая сила на всем раскладе, его нельзя смотреть фрагментально. Итак, у меня здесь перевернутая карта. Это тройка чаш. Вы знаете, что говорит тройка чаш обычно нам в перевернутом значении? Он перестал верить, что вы его любите. Он потерял эту надежду. Он долго верил, надеялся, что вы его все-таки любите. Но сейчас думает, что нет, потому что вы, может, на него раздражались. Ну, это же нормально, все люди разные, трудно притереться к друг другу. Может, раздражались, может быть, говорили ему четко, откровенно, что вы хотите от него, что вам не нравится. Но у вас была одна цель, вы хотели, чтобы наоборот договориться. Он не понял, он обиделся. Такое может быть. Тоже перевернутая пятерка чаш. И пятерка чаш перевернутая говорит вот что вам. Ну, хорошо, что перевернутая карта мечей, да, потому что мечи – это сложная карта, это ссоры, это какие-то трагедии жизненные, это перипетии судьбы, это неприятности, это troubles, да. Перевернутая, значит, все проблемы между вами, они уходят, вы больше не будете ссориться, это хорошо. Он говорит сам себе: я больше ссориться не хочу, я хочу жить в мире, потому что я люблю эту женщину, зачем мне с ней ссориться. Это прямая карта. И интересная очень карта, это семерка чаш. Она о чем? Она о том, что вы его любите, это вот, нельзя сбросить со счетов, вы его точно любите. Кстати, я не зря здесь поставила это кресло, присаживайтесь, будьте как дома, поэтому этот расклад, он хоть и общий, он будет для вас как личный. В любом случае, все, что нужно вам, вы услышите 100%. Это я вам гарантирую. И поэтому эта карта говорит именно к вам сейчас, к тому человеку, кто смотрит. Вы его любите, у вас есть страсть к нему, у вас есть желание. Вам не нужен другой мужчина. Может быть, была ревность у кого-то. Все-таки 7 – это когда идет дискуссия, обсуждение, когда он хочет одного, а вы хотите другого. Да? И эта чаша в любом случае любовь. Даже если у вас разные желания, у вас в любом случае есть любовь. А если есть любовь, люди, конечно, будут вместе с друг другом. И здесь никто не сможет помешать. Я посмотрю по Декамерон, возьму еще дополнительные карты. И это будут карты Ленорман, лиловые и вишневые сумерки. Очень глубокие карты. И сейчас для вас прошу, для тех друзей, кто смотрит, для каждого человека отдельно, потому что карта отдельно будет вам рассказывать его планы на вас, если вы давно не виделись или недавно не виделись. Планы огромные, это карта ключ.
Эта карта ключ, планы у него огромные, планы министерские. Он знает точно, что вы та женщина, которому нужна. Он все взвесил, пока вы были в разлуке, он все решил. Планы у него на вас огромные. Это я сразу вам говорю. О, сама выскочила. И он очень быстро будет действовать, он скоро будет действовать. Карта коса. Говорит о том, что он очень скоро примет какие-то меры. Он будет действовать, он даст о себе знать. Он сделает тот шаг, который должен сделать, и он, может быть, вас раздражал, потому что как-то долго не делал этот решительный шаг. Он обязательно сделает этот шаг. И он приблизит то время, смотрите, ключ и дом, это как вообще, как называется, доктор прописал, да, ключ от дома общего. То есть он хочет приблизить то время, когда вы и он вместе, когда вы и он работаете над тем, чтобы дом был счастливый, чтобы дом был полная чаша, в нем не было ни обид, ни оскорблений взаимных, ни каких-то конфликтов. Может быть, конфликты навязали вам, это может быть и свекрови, и ваша мать. Конфликты 90% всегда у пары, к сожалению, связаны с тем, что третьи лица вмешиваются и почему-то считают, что они имеют право говорить другим, как им жить, кого любить. Ну, а родители, которые не верят, что их дети сами о себе позаботятся, это, конечно, ужасно. Или родители, которые думают, что не знают лучше, что их взрослым детям надо. У меня, когда я принимала людей долгое время, я просто удивлялась иногда, как мать могла искалечить жизнь своей дочери, не ведая, что делает. И несмотря на то, что я хотела, у меня были такие клиентки, долгие годы ко мне ходили за помощью именно духовной, долгие годы ходили ко мне. И было очень трудно, много-много нужно было сделать работы, исцеляющей работы, чтобы помочь этим людям, понимаете, выйти из-под контроля overpowering mother, как говорят, да? Мать, которая руководит взрослой дочерью. Здесь у нас, ну или взрослым сыном, что еще хуже. Вернее, не хуже, я бы сказала, то же самое. Ключ и дом. Он хочет, может быть, заработать на дом. Это может быть такой расклад, у многих проиграется. Он хочет заработать на ваш общий дом. Он хочет сделать так, чтобы вы въехали в новую квартиру, и это были деньги им заработанные. Он хочет гордиться своим поступком. Может, поэтому он так долго не входил на связь. Но планы на вас у него точно есть. Посмотрим еще на Ленорман. Я люблю, обожаю Ленорман. Он хочет подарить вам подарок. Вот смотрите, эти три карты, вот они четко говорят о том, что он хочет сделать. Я показываю карты крупным планом, потому что без слов они вам все скажут. Даже то, что я не смогла сказать, то, что у меня не хватило, может быть, красноречия, а может быть, не хватило слов каких-то у меня, да, то карты скажут вам намного больше, намного более ясно. Ведь кольцо для разных разное. Ведь кольцо может быть этой трагедией какая-то родовая, где семья была ущербная, несчастная, где над женщиной издевались, унижали ее достоинство ежедневно. Я уже не раз говорила, приводила. Я обожаю историю и исторические всякие документальные фильмы, смотрю, когда отдыхаю. Удивительно брутальная история. И даже уже когда Римская католическая церковь признала свои грехи относительно Второй мировой войны, как они публично не заявляли о том безобразии, которое творилось, но все равно женщина в католической церкви до сих пор вообще не человек полностью. Священник входит в ее спальню, дает рекомендации, что ей нельзя предохраняться, что она должна уступать мужу при любых обстоятельствах. Он имеет право иметь других женщин, она нет, она должна быть верна и так далее. То есть о чем карта кольцо? У некоторых, девочки, я не отвлекаюсь, я сразу говорю, кто имеет уши, да услышит. А кому-то не важно, пропустите это мимо ушей, смотрите дальше. Понимаете, в чем дело? Ведь кольцо, карта у некоторых может вызывать отторжение и обиду, и горечь какую-то внутреннюю, если такая родовая история, а такая родовая история, это гарантированно у всех людей есть. У некоторых кольцо – это то кольцо, которое он вам дал, а потом не выдержал испытания времени или не выдержал испытания другими людьми.
или вы ему швырнули это кольцо назад, потому что вы обиделись очень сильно, он вас задел за живое, ранил очень-очень больно, и эту рану ничто не может заживить. Поэтому я надеюсь, что сейчас в рамках этого расклада карта кольцо сделает чудо, она способна. Карты это как икона, они способны творить чудеса, и многим помогают, кто хочет помощи, и кто открыт к этому. Карта кольцо может исцелить эту боль. И дать вам возможность поверить опять в судьбу мужчин, в то, что есть рыцари, еще есть, боже мой, есть тысячи людей, которые вам подойдут. Вам внушили, что есть только одна половинка. Нет, это было раньше, когда даже женились между кузинами, да, потому что как бы не видели перспективы, что на другой улице может быть возможность быть в другом социальном круге. Почему нет? Посмотрите на историю Меган и Хэри, или как его зовут, да, Хэри, по-моему, принц. Такую историю, разный социальный круг, не сказать словами, она вообще самого низкого социального круга, а он дюк, то есть герцог, по-моему, дюк, да, переводится. И, пожалуйста, они счастливы вместе, живут в Калифорнии, в Лос-Анджелесе в свое удовольствие. То есть кольцо – это исцеление ваших отношений, что и вы будете жить в свое удовольствие, что и вам Творец даст силы, что и у вас на вашей улице еще будет праздник. Понимаете? Вот об этом эта карта. Что он придет с повинной, он придет с подарком, у него планы на вас далеко идущие. Кольцо, дом, ключ. О чем можно говорить? Вот этот расклад, да? У него планы на вас далеко идущие. Он хочет, чтобы вы были счастливы в доме, чтобы ключ это, знаете, когда в доме все двери открыты для вас. Есть такая восточная мудрость, что человек это как дом. У человека, как в доме, есть много комнат, и в каждую комнату нужно хотя бы один день заходить раз, чтобы проветривать ее. То есть комнаты – это суть, ваше естество, ваши архетипы. Может, вы и хозяйка, и мама, и жена, или партнерша. Может, вы руководительница на работе, и у него тоже такие же есть ипостаси жизненные, то есть архетипы. И нужно их менять легко, да. Может быть, вы поссорились, потому что вам трудно было прийти домой, сбросить себя наряд там работницы или же руководительницы, или ему было сложно сбросить наряд руководителя или подчиненного. И он принес домой вот эту черную энергетику, как шлейф за ним тащилась, да, чернила такое грязное, вот этой ненависти к производству, где на нем все едут, где он должен выполнять какую-то роль, где он должен постоянно подчиняться кому-то. Он пришел домой, он взорвался, потому что вы ему говорите, а ты мусор не вынес утром. И он думает, у него это как-то автоматическая реакция произошла. И здесь я подчиненный. Но это, конечно, якорь такой, он поступил автоматически. Я просто пример привожу. Например, он был у мамы, и мама на вас наговорила. Он пришел домой, а вы там недовольны, что он долго там был. И он говорит, да, мама права. На самом деле мама не права, это просто, автоматически, да, у него подсознательно вот такое ощущение было. Поэтому, когда вы смотрите этот расклад, вы по-разному поймете ключ и дом. Но в доме человек должен, если хочет, да, ощущать себя под защитой. Доверие должно быть, полное доверие между любимыми людьми. Полное понимание того, что я под защитой здесь. Здесь никто не имеет права мне указывать. Здесь я сам знаю, как я живу. И здесь именно я и моя женщина или мой мужчина, мы можем договориться и понять друг друга. То есть однозначно дом, кольцо, ключ, он готовит вам подарок. Он готовит вам, может быть, целый дом в подарок или квартиру. Он готовит вам подарок своей жизни, своего сердца или какой-то материальный подарок. Ну и подготовьте подарок ему, когда вы встретитесь. А то, что вас судьба сведет, это однозначно. Приготовьте ему подарок, дайте ему внимание, любовь. И поверьте, человек, которому вы дадите внимание, любовь, он всегда будет с вами, потому что это дорогого стоит. Этого в мире мало или практически нет. Поэтому, когда мы даем другим людям внимание, любовь, они, конечно же, нас никогда не оставят, они это оценят. Даже самое черствое сердце это оценит. Но по этим картам я немножко больше разговаривала, потому что
они так открылись мне, ну, вот так они открылись мне, да. И я вернусь к этим двум начальным, чтобы еще понять, что они хотели нам сказать уже с позиции того, что мы с вами посмотрели столько карт. Иерофант, конечно же, здесь вот он, все, что я сказала, квантово он тоже понимает. Потому что квантово он тоже смотрит этот расклад. Он ощущает, конечно, вот здесь, посмотрите, как бы люди медитируют, да, или молятся, если в нашей культуре. Понимаете, иерофант – это о мудрости жизни. А мудрость жизни такова, что жизнь пройти не поле перейти. И может вы поссорились, у вас обстоятельства, как я говорю, поссорили, или третьи лица, или какие-то нерешенные проблемы, которые вас раздражали с его стороны, или треугольник, или какие-то качели. Понимаете, иерофант говорит о внутреннем стержне. У него есть этот внутренний стержень, и он очень хочет вам сказать, что вы у него единственная, потому что вот дает вам этот подарок. Это вот как это кольцо, то же самое. Да, здесь у нас вот рыцарь Пентакли, он как вот это кольцо. Вот у него вот так подарок в руке к вам. Он говорит, я дарю тебе мое сердце. Но, конечно, сердце человека – это сложный такой, как бы сказать, предмет. Там есть все. В сердце человека не только любовь. Очень часто так бывает, что наоборот, горечь, злость, ненависть, которые люди дали этому человеку вместо любви, исказили сердце, сделали его таким страдальческим. Может быть, его сердце страдальческое, а может быть, ваше сердце страдальческое, поэтому вы и не поняли друг друга в тот момент. Но однозначно видно, что встреча еще будет. Вас судьба еще сведет вместе, и вам решать, любить его или жаловать. Но он вас не забыл, он о вас думает, он хочет встречи. И еще Вселенная вас сведет вместе, потому что Вселенная читает его сердце. Вселенная также читает ваше сердце. И если у двоих сердец одинаковые намерения, как частички квантовые одного и того же притягиваются, подобное притягивает подобное, так и вас квантово соединит это чувство любви, это чувство преданности и желание попробовать опять, обновить отношения, попробовать опять жить в мире, попробовать смирить свою гордыню ему, да, нужно. Попробовать понять, что архетипичная история женщины, она очень трагическая. И архетипичная история мужчины очень агрессивная. Поэтому агрессия с терпением примириться может как жертва и насильник, но это нехорошее, это кривые, это нехорошие отношения. И очень часто поэтому в семьях такие отношения, к сожалению. Такие отношения явные или же скрытые. Скрытая ненависть есть. Бывает такое. Мы должны знать, что семья – это не только о любви, это вообще о жизни. Вот такой получился сложный, глубокий очень расклад. Каждый услышит что-то свое. Если вам показалось, что вы ничего не поняли, на самом деле вы поняли намного больше, чем осознали. Потому что и не нужно расклад понимать на уровне ума. На уровне ума вообще расклад никогда нельзя понять. Поэтому есть такие невежественные люди, ой, да я не верю в расклады. А еще говорят, да, они что-то там. Я хочу еще раз напомнить, что я не принимаю лично, я не беру никогда деньги за то, что я делаю. А я помогаю вам увидеть возможности в вашем будущем. И это все безоплатно. Я никогда ни у кого не беру деньги, ничего никому не должна. Нужно это говорить, потому что я не делаю рекламу никаких услуг. Я люблю карты, я знаю, что карты могут вам помочь, поэтому делаю для вас расклад. Но если невежественные люди, которые говорят о том, что это все бред, это все ваше подсознание, это все волшебство жизни. Что, волшебство жизни – это бред? Вы что, можете человека создать? Нет, не можете. Поэтому нельзя говорить, что духовность и карты – это грех. Наоборот, это вот именно в таких рамках, как я делаю, это помощь, большая помощь. Поэтому советую смотреть, да хоть целый день. Я этим занимаюсь целыми днями, потому что обожаю это так волшебно, так интересно. Anyways, я сейчас заканчивать буду, потому что опять буду долго рассказывать о том, что, может быть, не всем нравится. Хочу сказать, что вас очень люблю, обожаю. Вы для меня моя родная семья. Девочки, подписывайтесь на канал. Почему не подписаны? А ведь это было бы прилично, потому что ведь это безоплатно. Да, ну смотреть расклады и
надеяться, что они вам помогут не быть подписанным. Это называется пользоваться человеком, да. А подписка — это важно, у нас клуб, нам приятно вместе, это в кайф, это ничего совершенно не стоит вам. Если кто смотрит, не подписан, он просто хочет воспользоваться и ничего совершенно хорошего не хочет сделать для меня. И для других людей, кстати, потому что чем больше подписчиков, тем больше расклад другие будут видеть, и другим людям будет тоже помощь от меня через расклады. Всех вас люблю, обожаю, всем желаю счастья. Всем, кто пришел с добром, конечно, а кто пришел со злом, но это уже ваше дело. Вот. И увидимся скоро, тогда, когда вам этого понадобится, или же когда вы захотите побеседовать с другом, который вам предан в моем лице. Поэтому приходите на старые и новые расклады. Всегда вас помогу, выслушаю, всегда мои карты дадут вам нужный и дельный совет. И всегда с пользой для себя обязательно проведете время. А я вас люблю, обожаю и до новых встреч. Пока, друзья!